Всем привет! С вами команда проекта Ray of Hope. Это наш второй выпуск дневников разработки. Сегодня мы хотим показать прогресс и результаты проделанной работы, ответить на волнующие вопросы со стороны сообщества и в целом приоткрыть завесу того, что происходило с проектом на протяжении этого времени. Проект столкнулся с серьезными сложностями спустя недолгое время после выхода первых дневников разработки. Нам пришлось отказаться от изначальной готовой версии карты с расширенными территориями оригинальных локаций из-за конфликта с основным автором. В 2019 году мы были вынуждены взять за основу альтернативный вариант карты южных территорий, которая подходила нам концептуально и удовлетворяла требования проведения бета-тестирования. На тот момент карта представляла из себя 5 южных локаций – болото, Кордон, Агропром, Свалка, Темная долина, а также 2 подземные локации. На протяжении следующих месяцев основные силы левел-дизайнеров были нацелены на адаптацию и перенос наших наработок. Этот вариант карты использовался для проведения второго этапа бета-тестирования. На момент второго бета-теста работа тестировщиков была ориентирована на выявление ошибок и недочетов в существующих механиках, а также на тестирование стабильности игры. Были исправлены критические ошибки в системах отрядов и квестов, доработана боевая система ботов, процесс респавна лута и отлажена система квестов. А для упрощения рутинных операций мы ввели автоматизированную сборку билдов. Мы уже говорили о том, что оригинальные локации создавались под геймплей одиночной игры и, соответственно, плохо подходили под мультиплеер. Да и за все это время они уже были исхожены игроками вдоль и поперек. Мы давно осознали эти нюансы, но из-за большой сложности создания новой локации долгое время откладывали данный шаг, нарабатывая опыт и контент в виде концептов и различных моделей окружения. В процессе закрытого бета-тестирования мы окончательно убедились, что настало время реализовывать кардинально новую локацию, которая является своего рода переосмыслением оригинальных территорий, но одновременно имеющая новые и неизведанные места, в которых игрок снова сможет почувствовать себя первооткрывателем. Было решено сохранить узнаваемость отдельных мест. Вместе с тем наши дизайнеры создали много принципиально новых зон и строений со своими особенностями и шармом. Например, старая метеостанция, комплекс зданий, в стенах которых хранятся свои загадки и тайны. Или же огромный 50-метровый зерновой элеватор, превратившийся в особо опасное место из-за воздействия погоды и аномальной активности. Спустя годы забвения заброшенная железнодорожная станция вновь стала людным местом, открыв свои двери для путников со всех уголков зоны. Здесь игроки могут торговать, улучшать снаряжение, брать задания, заказы или просто перевести дух вдали от мутантов и других неприятностей. При разговоре с персонажами игроки с легкостью могут узнать о новых деталях, происходящих в округе, услышать последние новости, слухи или же могут быть запросто втянуты в непредвиденную аферу. Обновляя игровой визуал, мы не ограничиваемся созданием новых локаций. Часть команды занимается отрисовкой новых объектов окружения, оружия, экипировки и персонажей. За год разработки трудом наших моделеров было сделано множество игровых ассетов принципиально нового уровня качества относительно оригинала. Так были переработаны и уже добавлены в игру модели классических мутантов, такие как слепые псы, плоти, кабаны и кровососы. В разработке находятся бюреры и контролеры, а также новый вид мутантов – медведь-шатун. Значительная часть визуала была изменена в связи с нашим видением этих существ, но мы все еще стараемся сохранить их основные особенности и силуэты. Однако, как и во всей игровой индустрии, не всегда есть возможность создавать специфичные 3D-модели силами наших художников. Множество ассетов, таких как модели растительности, брошенной техники и прочего, было куплено на различных торговых площадках благодаря поддержке наших подписчиков на Patreon. Это тоже обширная тема для обсуждения, о которой мы расскажем отдельно в будущем. Сейчас мы хотим рассказать больше непосредственно о геймплейных нововведениях и доработках, которые интересуют игроков. В первую очередь, это система репутации группировок, которая влияет как на доступные задания, так и на ассортимент у торговцев, благодаря системе тиров, которая уже реализована в проекте. В торговле же влияние репутации не ограничивается лишь новым снаряжением при покупке.
Помимо этого реализованы скидки и наценки, зависящие от уровня репутации игрока. Вместе с тем, во время общения с торговцами или другими представителями группировки можно услышать фразы, которые будут отражать их текущее отношение к игроку. Ну и что ты тут встал? Давай по делу. Все? Тогда вали уже. Приветствую на станции Полесская, сталкер. Удачи. Не сгинул еще? Ну хорошо. С такой снарягой хоть до самого севера можно дойти. Следующие нововведения, о которых мы хотели бы вам рассказать, связаны с так называемыми сейф-зонами, крупными лагерями и базами, где игроки могут чувствовать себя в безопасности. Вернувшись после долгого похода, можно будет обратиться к медику, который за определенную плату окажет игрокам всю необходимую помощь. В таких местах игрок может обосноваться и осуществлять вылазки в зону уже оттуда. В случае смерти игрок будет возрожден в последнем лагере, в котором он обосновался. Именно на таких территориях есть зона сохранения, где игрок должен выходить из игры. В других случаях выход из игры вне зоны сохранения повлечет за собой потерю части накопленного прогресса. Помимо этого, на каждой базе присутствует общий склад, где игрок может оставить ненужные ему вещи или взять то, что оставил другой игрок. Кроме того, на базе размещен личный ящик, который предназначен для хранения исключительно своих вещей. Иными словами, никто посторонний не сможет получить доступ к предметам, которые находятся в нем. Вещи, которые были оставлены в личном ящике на одной базе, не будут доступны на другой. Также реализована система бартера между игроками, которая позволяет легко и безопасно осуществлять сделки за счет одновременной передачи выбранных предметов друг другу. Обмен можно провести как на безопасной территории, так и за ее пределами. Важную часть иммерсивности в шутерах занимает ощущение от стрельбы, и одним из главных пунктов изменений стали звуки выстрелов. Мы доработали звуковую систему, и сейчас выстрелы в помещении и снаружи звучат по-разному. Кроме этого, мы переработали эффекты дальности выстрелов. Это позволяет точнее определять расстояние до стрелка. Еще одной геймплейной особенностью является система адаптивного образования аномалий после выброса. Знакомые, исхоженные и ранее безопасные до выброса тропинки больше не будут восприниматься как гарантированный способ перехода к нужной точке, так как аномалии будут образованы именно на этих часто используемых маршрутах. Данная система стремится выбирать такие точки для образования аномалий, в которых была зафиксирована наибольшая плотность посещения реальными игроками. Таким образом, прежние пути станут труднопроходимыми, и чтобы добраться до нужного места, необходимо будет найти новый, менее опасный маршрут. Что ж, а теперь перейдем к еще более интересной теме – квесты. На данный момент в проекте реализованы квесты, которые могут быть выполнены совместно с другими игроками или же в одиночку. Создание квестов, которые ориентированы на кооперативное прохождение, требует дополнительных инструментов. Сконцентрировав ресурсы на создание собственного инструментария разработчика, были созданы редакторы диалогов, профилей персонажей и квестовой логики. Новые редакторы позволили ускорить процесс разработки квестов, сделать его более простым, удобным и интуитивно понятным даже для новых разработчиков за счет управления визуальными компонентами. Это дало возможность намного быстрее интегрировать и применять новые игровые механики.
При создании квестов отдельное внимание уделяется вариативности прохождения. Наличие множества вариаций развития сюжета будет способствовать разнообразию геймплея, а выбор определенного способа выполнения квеста будет по-разному влиять на конечный результат. Редактор диалогов также предоставляет дополнительные возможности для поддержки новых игровых механик. Так, например, он позволяет осуществлять выбор диалога в зависимости от репутации игрока, а также от других внешних условий. Все это позволяет очень гибко и быстро реализовывать квесты со сложной структурой и проектировать многоступенчатые игровые сценарии. Подробнее обо всем этом мы расскажем на примере конкретного квеста. Итак, мы начнем с самого банального варианта, когда игрок решил пройти квест силовым путем, в одиночку. И волына не свети, нехрен. Типа я слушаю. Срисовали нас, шухер! В данном случае сложно перебить всех бандитов, и в большинстве случаев игрок просто поймает маслину. Задача выполнена, но напарник убит, а репутация с группировкой потеряна, исход не идеален. Зачем тратить дорогие патроны, если достаточно слов? При достаточной суммарной репутации отряда можно получить желаемое, ничем не рискнув. Типа я слушаю. Как было показано в демонстрации, достаточное количество участников в отряде и их суммарный авторитет позволило решить вопрос дипломатично. Неплохой исход, верно? Самый мирный вариант. С одной стороны, для него не нужны напарники или навыки, позволяющие в одиночку перебить бандитов, но с другой стороны, тут есть и подводные камни. Нужный артефакт может быть труднодоступным или в процессе есть шанс нарваться на перестрелку. Так или иначе, выбор остается за игроком. Мы перерабатываем оригинальный SDK. Так наш новый редактор объединяет все оригинальные модули и, что самое главное, основан на игровом рендере, что позволяет сразу видеть готовый результат без захода в игру. Кроме того, мы стараемся сделать его дружелюбным к разработчикам, знакомым с популярными игровыми редакторами. Работа над новой версией началась еще несколько лет назад, но так как были постоянно более приоритетные задачи, то развитие шло медленно. В 2020 году у нас получилось объединить усилия с еще несколькими сторонними разработчиками. Сейчас мы активно используем новый редактор для интеграции контента в игру. Многое из того, что вы видели или слышали в данном видео, было так или иначе сделано благодаря ему. В последнее время очень часто звучит вопрос относительно актуальности проекта на фоне скорого выхода Stalker 2. И тут хотелось бы заметить, что Ray of Hope — это прежде всего мультиплеерный проект, который ориентируется на сетевую составляющую с бесшовным открытым миром. Новые игровые механики, такие как прокачка репутации, расширенные возможности по апгрейду снаряжения, а также многие другие аспекты, которые мы планомерно внедряем в наш проект, создают уникальный геймплей и отражают наше видение зоны отчуждения во вселенной Сталкера. Все это позволяет нам говорить о том, что проект актуален и по сей день. В завершающей части мы хотим ответить на основной вопрос со стороны комьюнити, конечно же, когда релиз.
Ответить на этот вопрос сложно, но промолчать мы тоже не можем. В настоящее время мы стараемся максимально приблизить проект к открытому бета-тестированию, но для этого нам необходимо добавить в игру больше интересного контента, чтобы вам было чем заняться в ожидании полноценного релиза. На сегодняшний день мы не готовы назвать конкретную дату, однако можем сказать, что у нас уже имеются некоторые планы по дальнейшему развитию проекта, которые могут приблизить его выход в открытое бета-тестирование. Несмотря на то, что над проектом было проделано много работы, нам все еще нужны умелые руки для создания нового качественного контента. Масштабы растут, и нам требуется больше специалистов. Мы скрупулезно отбираем претендентов через систему тестовых заданий и стараемся активно помогать им развивать свои персональные навыки. Поэтому, если вы 3D-художник, аниматор, программист или дизайнер окружения и хотите поспособствовать выходу Ray of Hope, оставьте заявку на нашем сайте, и мы свяжемся с вами. Мы всегда в поисках новых талантов. На этом второй выпуск отчета разработки окончен. Мы постарались осветить значимые изменения проекта за это время, но в один выпуск все не уместить. Поэтому в будущих новостях мы планируем уделить внимание таким темам, как лутинг, а также звуковая и оружейная составляющая. Ну, еще увидимся.